Хау, я Игорь. И сегодня вот такая вот обстановочка. А все почему? Потому что у нас приближается Новый год. И в ближайший, наверное, месяц я буду мозолить глаза вам вот в этой вот шапке. Вот с этой вот прекрасной елочкой. Так как Новый год все-таки, как-никак. А еще, как вы, наверное, заметили по предыдущим роликам, что YouTube решил меня проверить на прочности. Почему-то, когда я ставлю ролики в отложку на определенное время, на определенный день, он их каждый день подряд выпускает. Так, конечно, замечательно, но материал так очень быстро кончается и приходится снимать, а его не так много. Но надеюсь, я разберусь с этой проблемой, и все восстановится, и ролики будут выходить, как я и говорил, в 2 часа по Москве через день. И в прошлых роликах я задавал вам вопрос, хотели бы посмотреть что-нибудь подобное в формате битва лапши, да, там, либо какую-то дешевую лапшу с наших магазинов. И в итоге, собрав единичные отзывы, не нашел отрицательных, так что никто, наверное, не против. А из положительных отзывов собрал примерно понимание того, что должно быть на экране, и подготовил для вас контент, который будет сегодня. И справа от меня в этой битве будет принимать участие представитель российского магазина «Лента» весом 68 рублей. Вот такой вот представитель от компании «Доширак». Да, стоит он 68 рублей в ленте, но я осмелился, залез на Алиэкспресс, сфотал и попробовал найти по фотке. И да, он есть там и дешевле. Но, по крайней мере, он продается у нас в магазине. Против него, с левой стороны от меня, будет принимать участие китайский соперник. Цена, не помню. Ссылочку в описании гляньте. Ну, 100 с чем-то рублей, по-моему. Он тяжелее в ценовом диапазоне, а наш российский представитель полегче. И сегодня мы устроим им проверку и посмотрим на внешний вид каждой из лапши, на ее комплектацию в этих стаканчиках, на внешний вид после приготовления, ну и, конечно же, на вкусовые качества. И давайте не будем затягивать ролик и будем начинать. И первый раунд. И давайте смотреть, как наши бойцы выглядят внешне. Начнем, наверное, с китайского. Уступим ему место с китайского нашего друга, который прибыл к нам с Алиэкспресс. Давайте пленку сниму. Вот такая вот розовая баночка, на которой изображен птенчик, который зевает, наверное, скучно ему было лапшу есть. Пламя, значит, будет остро. Сыр сливочный. И здесь выбросил. Да, и здесь вот есть бумажечка, на которой по-китайски все написано, что ничего не понятно. Я думал, там русский перевод будет. Но, в принципе, по изображению понятно, что это будет острая лапша с сливочным сыром. И дабы уравнять шансы и примерно выбрать одинаковых соперников, не в ценовом диапазоне, конечно же, а во вкусовом, представитель от компании Доширак чиз рамен, сырный рамен. То есть они у нас оба будут сырных. И что изображено у нас здесь? Сырочек, который махает вывеской «Изысканный сырный вкус». Нарисовано что-то по типу грибов, что ли, наверное. 95 граммов, вилка внутри. Ну, в принципе, больше ничего такого интересного я здесь навряд ли найду. Все стандартно. Итак, в первом раунде у нас ничья. Балл получает, как по моему мнению, компания Доширак. Красивая, яркая упаковка, прикольный сырочек. И также балл получает наш китайский представитель. Тоже розовенькая такая коробочка красивая с цыпленочком. В принципе, визуально коробки очень красивые у обоих. Так что каждому по баллу. Второй раунд. И давайте переходить, смотреть, какая у нас комплектация и внешний вид внутри. Открываем нашего Доширака, российского представителя, в правом углу ринга. Что мы видим? Компания Доширак нам положила в баночку вот такую вот лапшу. Лапша на вид, ну, обычная, как в Дошираке, по-моему. И 3 пакета приправы. Порошок и зелень. Вилочка. Вилочка такая, жиденькая. Вилочка бесполезная в этом наборе. За внешний вид лапши, ну, смотрите, какая она вот. Не совсем такая, не знаю, бледная какая-то и не особо привлекательная. Балл они не получат.
3 пакетика, богатая комплектация. За это им 1 балл. Ну и за вилочку я им балл не поставлю, потому что она отвратительная, ей невозможно было бы есть. Переходим к нашему китайскому оппоненту в левом углу ринга, все относительно меня. И что же мы видим здесь? Раз, два. Итак, смотрите, лапшичка. Какая она пухленькая. Какая-то с завитушечками вся. И цветом, вот, посмотрите. Здесь если какая-то бледная, а здесь такая красивая, яркая, желтенькая. Балл за лапшу. За 2 соуса. Здесь 3, здесь 2. Давайте, если быть честным, здесь 3 больше не будем давать балл, но что он здесь жиденький и сухой, а здесь просто 3 сухих. Балл нашему китайскому представителю. Ну и давайте я это сейчас все засыплю, приготовлю и будем смотреть по готовности. Итак, смотрите, в первом пакете у нас вот такой вот белый порошочек с зеленью. А во втором пакете соевый соус. Да, соевый соус с перчиком там и с всякими вкусняшками. Давайте смотреть на доширак. О, смотрите, доширак тут положил. Это у нас получается сырная приправа. Смотрите, какая она красивая тоже на вид. Зелень. Морковка тут вижу. Зеленый лук. И порошочек. Засыпаем. Вот порошок, как в обычном говяжьем дошираке. Примерно тот же цвет. И давайте посмотрим. Смотрите. В принципе, здесь красиво, здесь красиво. Так что балл сюда, балл сюда. Все справедливо. Заливаем кипятком. В баночке есть метка. За это балл. Но и у китайцев есть метка. И им балл за это. Это облегчает приготовление. Не надо смотреть в инструкции, сколько нужно налить в миллилитрах воды. А если вы где-то на работе, вам чем мерить там? Ладошками. Или как? Набирать там в ручку. Капать. Ну, смотрите, что у первого, что у второго просто так не закрывается, короче. Так что будем прибегать, балл никто за это не получит. Убираем в сторону, и для вас сейчас пройдет буквально секунды, а для меня время, пока не приготовится вот эта вот штучка. Итак, прошло в районе 5 минут, и давайте посмотрим, что же у нас произошло с нашими лапшичками. Я, честно, изначально не стал записывать баллы, и теперь сбился. У кого сколько баллов. Но вы будете видеть здесь на экране, при монтаже их, конечно, циферки все это расставлю. И, по-моему, по моим приблизительным подсчетам, у нас 4-3 в пользу пока китайцев. Если я ошибаюсь, ну, потом на монтаже все это будет поправляться. Так что не знаю, как выбрать победителя. Возможно, в конце ролика просто по циферкам вы сами посмотрите и узнаете, кто победил. А я как-то это попытаюсь изобразить, что ли. Как-то так, я не знаю, как-то это будет выглядеть. И давайте смотрим. Представитель компании Доширак и наш российский представитель. Кстати, интересно бы было заснять битву, допустим, лапши с Украины против лапши, допустим, с России. Или лапши, допустим, с Казахстана против лапши с Украины. Что-нибудь такое. Я обязательно над этим подумаю. Возможно, даже устрою битвы лапши разных стран между собой. Интересно будет? Пишите в комментариях. Итак, смотрим. Бульончик у нас вот такой вот прекрасный, мутный. Какой-то желтовато, не знаю, персиковый. За цвет бульона балл. Ну и вид вполне презентабельный. За вид тоже, наверное, балл.
Смотрим представителя из Китая. И будем, наверное, употреблять также, да, русскую ложкой, китайскую палочками. Вот здесь уже интереснее. Смотрите, цвет бульона прям такой оранжево-красный. За цвет бал. Жиринки плавают. Ну и вообще за вид. Ну, сравните, мне кажется, очевидно. 2 балла китайцам. А получше видом будет. Ну, визуально. Сравнивайте. Ярко, красиво, жиринки плавают. И просто красивого цвета бульон. Ну и переходим к самому интересному. Это именно схватки, файту, битве, жестокой, в котором я буду принимать участие как рефери, который, скорее всего, получит от острой лапши по вкусовым сосочкам. И я, наверное, скорее всего, чтобы не перебивать вкус доширака и быть более, не знаю, справедливым, начну с доширака. Давайте бульон. Бульон сырный, правда. Такой слабо, остренький. И слабо соленый. Такое чувство, как будто воды, многовато было. Но я залил докуда до меточки, как положено. Но, в принципе, вкусный. Так что, балл за вкус, а за насыщенность бульона не буду ставить. Итак, теперь пробуем лапшичку. Лапша, если честно, какая-то безвкусная. Из-за того, что, наверное, бульон такой слабенький. Какая-то она прям... прям просто лапша. Из-за того, что он немножко в бульоне, отдает чуть-чуть сыром. Не, какая-то она прям совсем постная, что ли. Не. Говяжий доширак будет как-то даже поярче, что ли, вкусом. Так что за лапшу я не буду ставить балл. Мне как-то она не понравилась. И моя общая оценка вот этой лапшички будет примерно 6 из 10. То есть я 6 баллов им еще воткну дополнительно. Ну и переходим к самому жесткому. Потому что по-любому перец, по-любому остро. И бульон. Бульон первый был. Давайте. Сейчас у меня шапка растает. Хоть помпоном подтирайся. Вначале прям бахает сырочек, а потом сверху накрывает перец. Честно, если не брать в учет то, что она острая, потому что китайская еда, она в основном вся острая. То бульон, в принципе, неплох. Яркий, насыщенный. Бал. Ну и пробуем. Пробуем лапшичку. Лапшичка какая-то, как будто чесночком отдает, что ли. Но она, в принципе, я не знаю.
Тоже не особо яркая. Но в сочетании вперемешку с бульоном довольно неплохо. И тогда за лапшичку, если быть честным, тоже не поставлю им балл. Но общая оценка вот этой лапши моя, личная, это 8 из 10. Угу. Так что китайцы получают у нас 8 баллов. Ну и давайте подводить итоги. Что у нас получается? Приблизительно по моим подсчетам, да, я не знаю, цифры здесь будут, наверное, может другие, но у Доширака Россия 12 баллов, у китайцев 16. Ввиду явного преимущества в битве у нас победила лапша производства Китая от лапши производства Доширака Россия. Как вам, понравился такой формат или нет? Я уже закупился еще партией лапшички и готов устроить еще один баттл. Ссылку на китайскую лапшу я оставлю в описании, а также, так как она есть на Алиэкспресс, эта лапша Доширака стоит она дешевле, чем в ленте. Я тоже на нее оставлю ссылочку в описании. Можете сами купить и удостовериться. Возможно, ваши вкусовые предпочтения отличаются от моих, и у вас победит лапша российского производства Доширака. Но это мое личное мнение, и не судите меня строго. А самое главное, помните, что не вещи красят человека. И не помпон, а то, что у него внутри. Чао! Все ссылки на товары и на мои соцсети в описании. Спасибо всем, кто подписывается, оставляет комментарии и ставит лайки.